Доброе утро, дорогие друзья. Это студия «Хорошее настроение». И настроение у нас всегда по утру поднимают гости, потому что кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И мы встречаем еще одного позитивного человека в нашей студии. Кто встречает гостей, да, тот тоже поступает мудро. И уже вот такой вот легкий смешок творческий раздался в студии «Хорошее настроение». Мы встречаем певца, скрипача, победителя Евровидения 2009 года, белоруса Александра Рыбака. Саша, доброе утро. Привет. Здравствуйте. Но я вам не могу обещать, что я вам подниму настроение. Утром я всегда совсем вот Соня. Да? Я не привык так вставать в 7 часов ночи. Мы, конечно, можем предложить полежать на нашем диване, пока мы тебе будем поднимать. Ну, только полукругом. Саш, мы рады тебя видеть в очередной раз. Помним прекрасно нашу встречу в прошлом году на «Поющих городах». Очень здорово, что ты к нам нагрянул заново. Но, насколько нам известно, ты не то чтобы проездом, но, в общем-то, вернулся из других белорусских городов буквально недавно, да? Где ты побывал и зачем? В этот раз я наконец-то уже все реализую мою идею про мой подарок, скажем, Беларуси. Это песня для Евровидения. Ого! Но сначала для национального отбора. Класс. И я вот сейчас подбираю девушек для группы, которые будут петь про свой белорусский акцент. А идея уже давно появилась, уже несколько лет назад. А в этом году в Витебске я сочинил уже мелодию, текст. И это именно концепция именно для девушек, которые говорят, что поют о том, что я навсегда тебя буду любить, и мы будем по всему миру ездить, но ты обещай мне, что мой акцент навсегда останется. Саш, слушай, ну скажи, по поводу акцента, да, то есть... Ну все же поют с акцентом, все славянские люди в Евровидении пробуют так американскими быть, и там европейскими, но у нас это не получается. Все почему-то думают, что для того, чтобы петь по-английски, достаточно правильно произносить звук R. Вот так. Ну хорошо бы было, но я чувствую, вместо того, чтобы пробовать там подстраиваться под других, под Риану, Бейонсе, они уже есть, и они настоящие. А белорусам нужно показать свою культуру. Так что я хочу вот наш фольклор показать. Это там у меня есть элементы фольклора. И поэтому наша команда именно приглашает девушек, которые могут народные песни петь. Саша, а значит ли это, что песня будет с элементами хотя бы белорусской мовы, языка, что белорусский язык будет звучать? Ну, сейчас у фольклор. нас очень хороший парень в команде, который пишет тексты, и мы попросили его сочинить какую-нибудь частушку на белорусском языке и посмотреть, может быть, я пойму. Если я пойму, тогда включим. Слушай, песня будет по-английски, и акцент будет фишкой этой песни, да? То, что они поют с акцентом. Ну, это здорово, потому что в любом случае, мне кажется, говорить даже по-английски грамотно – это одно, а уметь петь по-английски – это совершенно иное, потому что слова поются вообще по другим принципам. Саша, вот такой вопрос. Мы тебя узнали как певца, а сейчас ты раскрываешься перед нами как продюсер. Ну, вот раскроешься очень скоро. Тебе лично кажется, что сложнее, быть самому артистом, либо вот так вот брать на себя ответственность за судьбы других? Мне нравится быть креативным, в первую очередь. И вот продюсер, это слово, которое я не совсем понимаю, что значит вот в Беларуси, в России. В Норвегии продюсер, это значит, что или это тот, который когда... Вкладывает деньги? Да, или музыкальный продюсер, который сидит за пультом и делает саунд. А здесь продюсер может быть и тот просто человек с известным именем. Это уже тогда, значит, продюсер. Большое количество девушек приходило. Как вот все это дело происходило? Завидуешь? Было из чего выбирать? Нет, я просто хочу знать наш потенциал. Что значит было из чего выбирать? Знаете, что как-то вот несправедливо, потому что, во-первых, все, конечно, красивые. Красивые девушки. Спасибо, Саша. Посмотрел на меня. Потом, но то, что несправедливо, что есть супер талантливые девушки, которые очень уникально поют,
колоритным голосом, но они не подходят в мой проект. Потому что это должен быть проект, это группа, и они должны сочетаться вместе хорошо. Так что я же всегда боролся за то, чтобы мы не думали про формат. Там, например, я очень такие неформатные песни часто сочиняю, и на YouTube они популярны, а радиостанция говорит: извините, Саша, это не формат. И это понятно, но чуть-чуть обидно. И я чувствовал, что я сам никогда не буду про формат говорить, а вот сейчас вот сижу, как же в жюри, и говорю, что такая, ты прекрасна, прекрасно. ты профессиональная, я очень надеюсь, что еще раз услышу тебя где-нибудь, но... Я предлагаю несколько сменить тему, потому что ты человек разносторонний совершенно, поэтому... Да, у меня еще, конечно, другие проекты. Рассказывай. Ну вот, например, хотя это на норвежском языке, но я последние годы я работал над мюзиклом. Ого. Полностью? Я даже не знаю, Мы понимаем, что такое мюзикл. Есть постановки здесь? Конечно, Безусловно, конечно, да. Я очень надеюсь, что когда-нибудь перевод русский появится. Ты пишешь мюзикл? Сам историю написал, это про тролля. Он живет мостом? В лесу, никому не доверяет, и на скрипке играет. Очень белорусская тема, кстати. Ну, тролль — это скандинавский персонаж, на самом деле. Вот орки, тролли, эльфы — это в основном скандинавский эпос. Но в моей сказке тролль — это... Его просто не понимают, а он вообще-то довольно добрый. Так часто в жизни бывает. Ну, это чуть-чуть как называется, Beauty and the Beast. Красавица и чудовище. Ага. Скажи, пожалуйста, а у тебя еще вот недавно совершенно был чумовой опыт, в хорошем понимании, когда ты написал музыку к сериалу, я так понимаю, Да, не сериал, к фильму. а к фильму DreamWorks. Представляете? Как это получилось, тебя, скажи? Это Я такая сам не очень понимаю, как именитая это студия. получилось. Ну, мне помогло, что они пригласили, норвежская компания пригласили меня озвучивать первую серию и вторую также. «Как приручить дракона» называется фильм. Так это тот самый. два? Да, второй Это фильм. тот самый, который мы смотрели? Да. Летом. Да, У меня у дочери самый любимый персонаж — это Беззубик, конечно. Ну да, он милый. Да. Так вот, я сочинил песню. И вообще-то изначально это была песня для мюзикла моего. Но я почувствовал, что она не подходит норвежскому языку. Давай что-нибудь сделаем по-английскому. И тогда получилось «Come fly with me». Типа Полетаем. полетать вместе, да. И почувствовал, что вот, хорошо бы было, конечно, включить его в саундтрек DreamWorks. Жалко, что я там никого не знаю. Но все равно там послал им письмо и песню скинул. И это было 4 месяца до премьеры фильма. Я, конечно, сам понимал, что в Америке там все уже 2 года заранее они уже все договорились, да. И они тоже мне сказали, что Саша, мы знаем про тебя, но честное слово сказать, все уже контракты сделаны, саундтрек сделан. И потом они все-таки позвонили мне через неделю и сказали: нам очень нравится песня, мы что-то все-таки хотим с этим сделать. И вот они включили эту песню в субтитры, в альбом, саундтрек, и я сделал официальный клип для фильма. Как здорово. Вот радуемся, прям как за своего человека радуемся. Конечно, Саша, я же ваш, я же свой. Саша, ты говоришь, ты наш, да, ты вроде как наш, но ты живешь в Норвегии. И вот мы сегодня говорили уже про гороскопы, про людей, которые родились в то или иное время года, да? Вот ты родился в мае, насколько мы Да, знаем. я бык. Или как Год называется? быка, получается. Я разве не был? Нет. Или Май — телец, это телец, телец. да. И у нас, вот, допустим, по данным ученых, весенние люди, которые родились весной, так же, как и летние, чрезмерно позитивны и жизнерадостны. В принципе, ты соответствуешь данным ученых. При этом ты живешь в Норвегии, в северной стране, где, опять-таки, миф или реальность, где люди все очень сдержанные, считаются скандинавы. Они очень такие холодные, суровые. Рыбаки и нефтяники. Ну, особенно зимой мы суровые, да. Так скажи, пожалуйста, каково тебе живется такому жизнерадостному весеннему человеку среди холодных скандинавов? И среди фьордов. Ну, там в Норвегии тоже же есть тельцы. То есть вы держите весь всю Норвегию на своих Не-не-не, ну плечах. все нормально. И единственное, что я не понимаю норвежцев, что они всю зиму в Норвегии, да, еле-еле выживаем. Душа в теле, да.
А потом уже, наконец-то, когда уже лето наступает, так тогда все в Италию едут. Саша, вот смотри, какая у нас картина. А мне говорили, в Норвегии прекрасно. Вот это на Норвегия, самом это- деле, вот Норвегия выглядит именно так. Я думаю, что это Олесунд или Берген, я не уверен. Саша, скажи, мне говорили, что в Норвегии прекрасные пляжи, очень чистые, Красиво. только вода холодная. Ну, зимой, да. Надо носить с собой кипятильник, и тогда все будет в порядке, да? И кипятить Кстати, рыбу. папа, сразу когда папа приехал в Норвегию, первая статья про него была, что он русский викинг, потому что он закалялся каждое, Плавал в море. да, По привычке, каждое да? утро, каждое утро. Саш, спасибо тебе огромное за интересный разговор. Конечно, много чего осталось еще за кадром, но я думаю, это не последняя наша встреча. Уверен. Ты к нам еще приедешь, возможно, за новым проектом каким-то, со своими какими-то Ну, интересными пока новыми что песнями. давайте этот проект. И очень надеюсь, что люди будут голосовать. Очень хочется тебе Посмотрим. пожелать удачи и проекту удачи. Название не придумал пока еще, нет? Нет, вы мне Ну, подскажете. в любом случае, очень хочется, чтобы Беларусь очень хорошо выступила на Евровидении. Согласен. Хочется использовать твой опыт. И, конечно, очень хочется, чтобы наконец-таки наши тексты, которые мы поем на всяческих международных фестивалях, были понятны и доступны всем тем, кто это слушает, даже с легким лингвистическим образованием. Ну, даже норвежский можно понять. Вот, например, я желаю вам det aller beste lyckeønskningene og veldig god helse. И, конечно, масса kjærlighet. Круто. Саш, спасибо тебе огромное. Удачи, успехов. Ждем тебя в следующий раз. Тебе Сейчас хорошего в настроения. Брест А поедем. сейчас в Брест. Ну что, Побежим. счастливой дороги тебе. спасибо. И положительных, позитивных результатов. Ну а сейчас у нас есть прекрасная возможность посмотреть тот самый официальный клип, который был сделан к фильму «Как приручить дракона». Ей! I have a dream you are there, high above the clouds somewhere. Rain is falling from the sky, but it never touches you. You're way up high.